Предполагалось, что это будет самый обычный тихий вечер в придорожной закусочной у Джо. Запах свежего кофе, звон ложек о керамику, тихие разговоры. Но все изменилось одним звуком — шлеп. Громким, резким, эхом прокатившимся по залу. Пожилой мужчина в старом армейском берете, с усталым взглядом и седыми висками, отшатнулся. Молодой парень в кожаной куртке стоял перед ним, ухмыляясь. «Заткнись, дед, никому не интересно, что ты там спасал». Смех прокатился по кафе. Друзья хулигана переглядывались, снимая происходящее на телефоны. Пожилой мужчина, Оливер Грей, ветеран, которому недавно исполнилось 74, просто хотел выпить кофе и съесть кусок яблочного пирога. Он был скромным, не привык жаловаться. Только тихо поправил берет, будто пытаясь вернуть себе достоинство. Молодого задира звали Дилан, 26 лет, сильный, но наглый, с самодовольной ухмылкой. «Смотри на него», — сказал он друзьям. Гордится своими медалями, будто кто-то вообще помнит, где он воевал. Оливер не ответил. Он просто наклонился, чтобы поднять упавшую шляпу. Но Дилан наступил на нее ботинком и толкнул старика плечом. Тот едва удержался. И тогда новая пощечина. Тишина. Даже кофеварка будто перестала шипеть. В этот момент дверь закусочной распахнулась. На пороге стояла женщина, высокая, уверенная, с холодным взглядом и идеально выпрямленной осанкой. Это была Ава Грей, дочь ветерана. Все знали ее по новостям, заместитель директора Федерального агентства внутренней безопасности. Она мгновенно заметила покрасневшее лицо отца. «Папа, кто это сделал?» Спокойно, но так, что воздух в зале стал плотным. «Неважно, Ав», — прошептал он, — «просто забудь». Но Дилан рассмеялся, подходя ближе. «О, вот и дочь дедушки пришла. Что, защитить его решила? Поздно, крошка». Ава молча достала из кармана значок. Металл блеснул в свете ламп. В зале раздался тихий вздох. «Агент Федеральной службы безопасности», — сказала она ровно. «И да, я защищаю». Улыбка Дилана дрогнула. Я не знал, кто он». «Ты не должен был знать, кто», — перебила Ава. «Достаточно знать, что он человек, заслуживший уважения». Ее голос звучал спокойно, но от него по спине пробежал холод. Менеджер кафе побледнел. «Мэм, вызвать полицию». «Уже вызвано», — ответила она. Через несколько минут полицейские вывели Дилана под молчание посетителей. Его друзья спрятали телефоны и не смели поднять взгляд. Ава подошла к отцу, поправила ему берет. «Все в порядке, пап. Иногда справедливость должна говорить громко». Посетители один за другим встали. Кто-то пожал Оливеру руку, кто-то просто кивнул. Старик тихо прошептал. «Я не хотел, чтобы кто-то вмешивался». «Папа», — сказала она мягко, — «это не вмешательство. Это уважение». И весь зал понял, настоящая сила не в кулаках, а в достоинстве.